Так, значит, это счета за предыдущий месяц, но мы не все тут посчитали, позже допишем. А это значит акт выполненных работ, но часть работ записаны в смету позапрошлого месяца. А это наши отступные от менеджера в плиточном магазине у Клавочки, и мы их тоже забыли посчитать. А это у нас губа уже вообще развязалась, ой, извините, ну в общем счет без каких-либо объяснений, но мы же работаем на доверии, верно? Рано или поздно в истории любого человека, который затеял ремонт, наступает момент, когда все идет не по плану. Я называю его ремонтный блюз. И нет, это не кликбейт и не жалоба, это история о том, как человек, разочаровавшийся в части дизайнерского сообщества, решил взять ситуацию в свои руки и с помощью блендера и трехмерного моделирования сам создал себе ремонт-проект. Этот ролик также можно считать обучающим. Мы рассмотрим базовые принципы моделирования в блендере и создадим два санузла, а также рассмотрим, как рендерить сцену с помощью внутреннего движка Eevee. И не переживайте, если вы далеки от 3D или вы новичок в этом деле, я попытаюсь рассказать все максимально доступно, и следуя по моим стопам, вы сможете добиться похожего результата. А лучше, если вы сможете применить полученные навыки в своих собственных проектах. Начнем с создания плана помещений. Делаем замеры и наносим их на план. На момент снятия размеров помещение выглядело примерно так. От предыдущего проекта осталась общая схема зон, которую я буду использовать дальше в проекте. Итак, открываем Blender и для начала установим метрическую систему измерений. В меню справа выбираем вкладку Scene, в Unit System ставим значение Metric и в Length, в длине, ставим удобное нам значение измерения, миллиметры либо сантиметры. Я выбрал миллиметры. Теперь посмотрим, как добавлять объекты в сцену. В меню слева есть инструмент под названием Add Cube, он добавляет базовый куб в нашу сцену. Также в меню сверху можно выбрать вкладку Add, Mesh и выбрать целый список объектов. Либо нажать сочетание клавиш Shift-A, перейти в Mesh и выбрать нужный нам объект. Выбираем куб. Чтобы задать размеры нашей стены, нажимаем на стрелочку вот здесь сверху, либо нажимаем клавишу N. В открывшемся меню во вкладке Item меняем значение куба в параметрах Dimensions. Переместим стену в начало координат и поднимем ее над уровнем пола. Чтобы создать дополнительные стены, мы можем повторить процедуру нажатием Add Cube, либо можем выделить нашу стену, нажать Shift-D и дублировать объект. Чтобы развернуть стену, в меню слева выбираем инструмент Rotate и поворачиваем объект вдоль нужной оси. Либо можно нажать клавишу R и, нажимая дополнительные клавиши X, Y и Z, выбирать оси, вдоль которых будет поворачиваться объект. В дополнение к этому в меню справа в разделе Object мы можем менять параметры, такие как положение, поворот и масштаб объекта. Таким образом создаем оставшиеся стены. Добавляем пол с помощью пунктов меню Add, Mesh, Plane и масштабируем его с помощью инструмента Scale на панели слева. Стены и пол закончены, теперь нам нужно сделать отверстия для окна и двери. Я нашел старый проект помещения, где есть вид сбоку и есть зонирование помещения по типам поверхностей. По нашим размерам создаем два прямоугольника, один для окна, другой для дверного проема, и с помощью инструмента Boolean мы будем вырезать отверстия в наших стенах. Создаю еще один куб размером 155 мм, чтобы сделать отступ от стены для проемов. Теперь с помощью созданных объектов мы можем сделать вырезы в стенах. Для этого выбираем стену, переходим в меню Modifiers и выбираем модификатор Boolean. Пипеткой выбираем объект, которым хотим вырезать отверстие в стене. Применяем модификатор к объекту, выбирая пункт Apply. Есть и второй более удобный способ это сделать. Если у вас установлен плагин HardOps для блендера, то все, что вам нужно, это выбрать объект, которым вы хотите вырезать, и объект, где вы хотите вырезать. Нажать кнопку Q и выбрать пункт Difference. Этот способ мне нравится еще тем, что если вы не определились с параметрами вашего помещения, допустим, вы не знаете, где точно будет окно, его размеры, либо дверной проем, вы можете перемещать Boolean объект, таким образом меняя интерактивно параметры вырезания. Начнем настраивать освещение. Но перед этим нужно устранить протечки света, которые могут возникнуть из-за острого примыкания углов наших стен. Сделаем так, чтобы стены четко перекрывали друг друга.
Для этого переходим в режим редактирования объекта. Выбираем стену, нажимаю кнопку Tab, нажимаю кнопку 3 на клавиатуре, это режим выбора полигонов. Выделяю торцы стены, перехожу в инструмент Scale и масштабирую их по нужной оси. Выбрать ось можно нажатием клавиш на клавиатуре X, Y, Z. Если вы нажмете на подсвеченную кнопку сверху, вы перейдете в режим отображения сцены в формате движка Eevee. Он более шустрый, чем Cycles, и в нем намного удобнее редактировать сцену. Рядом в меню Viewport Shading нужно обратить внимание на два параметра. Галка Scene Light отвечает за то, использовать или не использовать добавленную сцену освещения. А Scene Vault отвечает за то, будем ли мы использовать HDR карты, которые представлены здесь в Eevee по умолчанию, либо мы настроим отдельный шейдер для отображения окружения. Для более тонкой настройки карты HDR переходим в панель Shading и выбираем тип отображения материала Vault. Далее нажимаем Shift-A и выбираем ноут под названием Environment Texture. Далее выбирайте HDR карту, которую вы можете найти на таком сайте как Polyheaven. Соединяем текстуру с нодом Background. Чтобы вращать карту вокруг нашего объекта, нужно нажать клавишу Ctrl-T. Для этого нам нужно активировать аддон Node Wrangler. Выбираем меню Edit, вкладка Preference, там же вкладка Add-ons и вбиваем название Node Wrangler. Параметром Strength задаем интенсивность окружения. Уже одной картой HDR можно добиться эффекта пасмурного дня либо солнечного. Перейдем в режим рендеринга сцены на движке Cycles и добавим первый источник света в сцену. Выбираю источник света Sun, настраиваю угол, интенсивность. Забыл добавить потолок. Выбираю пол, дублирую его, поднимаю на нужную высоту, выбираю верхнюю грань и выдавливаю, чтобы добавить толщины. Теперь давайте настроим параметры рендера. Проверяем, чтобы рендер engine был в положении Cycles и Device GPU Compute. Далее нам нужно установить значение Max Samples. Это количество лучей, которые будут принимать участие в расчете освещения. Для начала подойдет значение 32-34. В Denoiser Device выбираем Optics и ставим значение 32. Давайте облегчим себе обзор. Сейчас есть такая проблема, что свет и стены мы настроили, но плохо видно, что происходит внутри из-за того, что у нас есть внешняя стена и потолок. К счастью, в Blender есть возможность спрятать объект, но при этом он будет участвовать в освещении. Выбираю фронтальную стену, перехожу в меню Object, выбираю подпункт Visibility и убираю галку со значения Camera. Пора свериться с чертежом и начать зонировать пространство. Создам куб, который будет определять габариты душевой. Сделаю отступ от стены метр, 90 см показалось маловато. Внешний торец использую как основу для создания душевой рамки. Выбираю полигон, инструмент Inset и задаю толщину рамки. Нажимаю P, Selection и отделяю стекло. Далее выбираю полигоны рамы, нажимаю Ctrl-I, удаляю ненужное и выдавливаю оставшиеся полигоны рамы. Кстати, если вы хотите, чтобы так же как у меня у вас отображались размеры вдоль грани объекта, то сверху открываем меню Viewport Overlays и отмечаем галку Edge Length. На стене отметим зону умывальника, также у нас там будет другая плитка, а справа у нас будет шкафчик над инсталляцией. Выделяю стену, нажимаю Ctrl-R и смотрю, где мне поставить отметку для разграничения зон. По разным причинам, например при создании объекта, когда мы задавали значение Dimensions, либо при масштабировании объекта, у нас могут сбиться параметры Scale. По этой причине вы можете видеть неверные значения вдоль ваших граней. Чтобы исправить это, выберите объект, нажмите Ctrl-A и выберите Scale. Таким образом сбросятся параметры масштабирования. Продолжаем работать над углублением для шкафчика. Опять выбираю инструмент Loop Cut и делаю надрез в нужном месте. Если при этом зажать клавишу Shift, то у нас будет более точная привязка. Выделенную плоскость вдавливаю внутрь и удаляю все ненужное. Давайте займемся структурой потолка. Вдоль стены у нас пойдет LED подсветка и нам нужно сделать нишу для нее. Добавляем источник света Area Light. Меняем его размеры и помещаем в нишу. В настройках света поменяем цвет источника. Давайте сделаем его более теплым. Дублирую кусок стены и отделяю его. Это послужит основой для зеркала. Дублирую LED подсветку и добавляю ее в район зеркала. Из стенки ниши создаю две дверцы для шкафчика.
А внизу шкафа давайте создадим открытую полку. Чтобы можно было открывать дверцы, выбираю грань, где должны находиться петли, нажимаю сочетание клавиш Shift-S, выбираю пункт Cursor to Selected, далее правой клавишей щелкаю на объекте, выбираю Set Origin to 3D Cursor. Как и полагается успешному столеру, в конце мы должны снять фаски. Если у вас стоит аддон HardOps, который я настоятельно рекомендую, то вам всего лишь нужно нажать Q, Bevel и задать параметры фаски. Если плагина нет, просто зайдите в библиотеку модификаторов и выберите там Bevel, он точно такой же. В сцене по-прежнему очень темно, поэтому добавим два источника света и тип их будет Spotlight. В зависимости от того, ночное либо дневное это освещение, меняем параметры источников света. Добавим окно. Не будем тратить драгоценные силы и воспользуемся бесплатным плагином Archimesh. Активируем его, и теперь мы его можем найти в правой вкладке в меню Create. Устанавливаем курсор в место, где мы хотим создать окно, выбираем Panel Window и задаем несколько параметров. H-Count и V-Count отвечают за количество створок, Outer Frame и Inner Frame отвечают за рамки, а пункт Sill отвечает за подоконник. Цвет материала пластика, который назван PVC, я заменил на серый. Классно, что при создании объектов этот плагин автоматически создает материалы. Например, это материал стекла. И теперь мы можем применить этот материал для стекла в душевой. Ну и давайте теперь сами уже сделаем материал для зеркала. Добавляем материал, переходим во вкладку Shading, удаляем стандартный материал Principled BSDF, нажимаем Shift-A и вбиваем шейдер Glossy. И здесь задаем очень низкое значение Roughness. 1/100 будет достаточно. И при рендеринге в Cycles теперь мы можем видеть отражение. Так, на этом заканчиваем моделирование, переходим к раскрашиванию и созданию материалов. Хорошие текстуры, как правило, можно найти на сайте Textures и Polyheaven. Начнем с текстур деревянного шкафа. Для этого в поисковой строке вбиваем Wood или Veneer. Тут главное найти фактуру, которая вам понравится. Не стоит переживать, если эта текстура паркета, либо цвет не совсем подходит, это всегда можно допилить в фотошопе, либо в блендере. Создаю новый материал и добавляю Node Image Texture, к которому присоединяю выбранную текстуру. Чтобы текстура правильно располагалась, нужно, как и в реальной жизни, раскроить шпон, а точнее сделать UV-развертку. Для этого перехожу во вкладку UV Editor. В 3D viewport выделяю все полигоны объекта, нажимаю U, выбираю Smart UV Project и нажимаю ОК. Далее, манипулируя разверткой в левом окне, располагаю текстуру по объекту как мне нужно. И повторяю эту процедуру для всех элементов шкафа. Если хотите контролировать цвет текстуры, добавьте Node Hue Saturation. Ну а теперь займемся главным подбором текстуры плитки. Стоп. Это что, рекламная интеграция пошла? Вырубай, бюджет весь сократили. Показывай ролик про полезность выбора плитки. Всем привет, с вами снова я, и сегодня я расскажу вам, как подбирать плитку. Есть два главных пункта. Плитка должна быть из глины, и на ней не должно быть разводов под мрамор. Пожалуйста, не надо никаких разводов под мрамор. Достаточно. А выбирать мы ее будем, конечно же, в плиточном магазине. Пойдем посмотрим. Итак, самый простой вариант подобрать материал – это физически пойти в магазин и посмотреть на представленный ассортимент. Для начала записывайте все, что вам понравится. Фотографии, скриншоты, все идет в дело. Через день снова вернитесь к этому списку. Скорее всего, часть пунктов вам не покажется уже такими классными. И самое коварное заключается в том, что если материал смотрится хорошо в штучном экземпляре, это совершенно не означает, что оно будет смотреться здорово на большой стене. Для этого мы и делаем визуализацию. И
еще тут могла бы быть ваша реклама. Все, поехали дальше. Теперь вбиваем название материала в поисковике и ищем текстуры. Некоторые продвинутые производители имеют даже отдельный раздел на своих сайтах специально для дизайнеров, где вы можете скачать файлы и текстуры в хорошем разрешении. Для начала стоит зайти на сайт производителя, посмотреть на имеющиеся рендеры и скачать текстуры в разных вариациях цветов. Также там можно узнать точные размеры плитки. Теперь у нас есть все, чтобы создать плитку для душевой зоны. Задаем размеры и создаем новый материал. Добавляю ноут со скачанной текстурой. И делаю быструю развертку точно так же, как и со шкафом. Давайте немного выпендримся и добавим реалистичности плитке. Для этого поработаем над значением Roughness. Для этого создаем ноут Hue and Saturation, выкручиваем Saturation в 0 и присоединяем к Roughness. Таким образом, из текстуры цвета мы создаем карту, с помощью которой мы контролируем блеск на нашей поверхности. Чтобы контролировать диапазон блеска, добавляем дополнительный ноут под названием Color Ramp. Делаю небольшую фаску. Размещаю плитку в углу и делаю первые два ряда раскладки. Чтобы дублировать полученный результат, добавляю модификатор Array. Создаю прямоугольник размером с окно и делаю отверстие в плитке. Мы не убирали модификаторы плитки, а это значит, что мы можем идеально подогнать швы. Вы только представьте, на практике это означает, что мы можем показать нашему плиточнику идеальную раскладку и посчитать плитку поштучно. Дублирую поверхность и создаю оставшиеся стены и пол. Для удовлетворения перфекционизма удаляем все выступающие части с уже знакомой командой Boolean. Далее по списку продолжаю искать плитку. Ищу нейтральную серую, возможно с какими-то вкраплениями, возможно террацио. А вообще надо брать и пробовать. Как я уже и говорил ранее, ряд производителей думают о дизайнерах и о тех людях, которые будут покупать эту плитку. Можно посмотреть несколько вариантов представленных текстур и понимать вообще, какая плитка будет в партии. Но если у вас на руках только одно изображение, то не отчаивайтесь, всегда можно плитку перевернуть, либо отразить по одной из осей. А тем временем по уже известной схеме создаю геометрию для новой плитки, делаю развертку и с помощью модификатора Array, как ранее, располагаю ее на стене. Попробуем ее перевернуть. Тут я создал 4 материала для 4 текстур, которые у меня есть для разновидности этой плитки. Назначаю их разным плашкам, чтобы убрать повторение. Вернемся к освещению и сделаем пару улучшений. Во-первых, вы можете увидеть, что я добавил пол вокруг комнаты. Дело в том, что наша комната не находится в космосе и нереалистично, когда у нас свет не проходит из соседних помещений. Это может случиться только по причине, если у нас закрыто окно завешено и закрыта дверь. Но так как мы хотим привлечь, наоборот, свет в комнату и сделать освещение естественным, особенно если это будет дневной естественный свет, нам нужно сделать переотражающую поверхность вокруг комнаты. Еще я изменил HDR-карту. Прошлая была достаточно темная и обладала большим количеством зеленого света. В зависимости от ваших задач вы можете использовать насыщенные либо какие-то контрастные изображения для HDR, но в целом для нейтрального рендера вам понадобится нейтральный HDR, то есть с приглушенными цветами и без каких-либо акцентов. С этим пока разобрались, продолжаем укладывать плитку.
Для пола давайте попробуем использовать крупную террацию плитку размером 90 сантиметров. По оттенку она близка к текстуре на стене, у нее такой же приятный теплый цвет. Для зоны раковины хочу использовать что-нибудь контрастное. Проблема заключается в том, что я нигде не смог найти достойную текстуру, поэтому я решил создать ее сам. Вы можете смело пропустить этот пункт и использовать текстуру, которую вы сможете найти в сети. Создал геометрию плитки и перехожу в редактор материала. Цветовой основой послужит Node Noise Texture. Чтобы задать цвет, создаю Node Color Ramp. У реальной текстуры плитки рисунок достаточно шумный, поэтому на ваше усмотрение вы можете задать любое количество вариаций цветов и оттенков. Я же не гонюсь за ультрареализмом, поэтому у меня будет достаточно 3. У плитки неровная волнистая поверхность. Чтобы добиться этого, создаю Node Bump и создаю текстуру шума, но уже по типу Musgrave. Чтобы контролировать частоту этих неровностей, нажимаю Ctrl-T и таким образом создаю ноды, с помощью которых я могу контролировать параметр Scale и добиваюсь нужного мне значения. Не с первого раза у меня получились эти неровности, позже я покажу более правильные параметры, а теперь давайте сделаем раскладку по типу елочки. Располагаю одну плитку относительно другой по 90 градусов и распределяю ее с помощью модификатора Array. Для создания неровности на текстуре я решил использовать тот же Noise Texture, который я использовал для создания цвета. С помощью нодов Color Ramp и Bump задаю интенсивность. Уменьшаю значение Roughness, чтобы сделать поверхность более блестящей. Добавлю деревянные планки для потолка. Текстуру использую ту же самую, что и для шкафчика. Хочу показать вам, как сделать источник света видимым и чтобы он обладал физическими параметрами. Для этого создаем материал, нажимаем Shift-A, добавляем Shader Emission и к нему присоединяем нод Black Body. С помощью последнего мы будем контролировать температуру. А значением Strength управляем интенсивностью света. Давайте смоделируем свет для потолка. Буду использовать такую модель, которая врезается в потолок. К лампе мы можем применить материал, который мы создавали для диодной ленты. Утапливаем светильник в потолок, но теперь нам нужно сделать углубление с помощью Boolean. Давайте еще раз сделаем спотлайты, но теперь к новым источникам света, и я вам покажу пару трюков. Раньше я вам показывал, что цвет источника света можно менять с помощью параметра Color, но это был достаточно синтетический способ. Но в блендере можно контролировать цвет с помощью материала. Для этого внизу нажмите на кнопку Use Nodes. Переходим во вкладку Shading и там настраиваем тот же материал, который мы использовали для диодной ленты. Параметром Black Body мы контролируем кельвины, но мы не можем контролировать ваттность. Для этого также на глаз придется использовать параметр Strength. Всех поздравляю, мы закончили с ремонтной частью, теперь продолжим наполнять комнату объектами. Тут есть по сути два варианта. Либо вам придется все это моделировать своими руками, потратить время, либо поискать что-то на 3D-стоках. Неплохие бесплатные модели можно найти на таких ресурсах, как 3D Sky и Polygon. Я примерно знал, какие модели сантехники я хочу использовать, поэтому за кадром я потихоньку смоделировал их. Настенный душ, полотенцесушитель, создал условную простую модель для раковины, добавил унитаз и его периферию, и добавил маленькую деталь в виде ароматизатора на верхнюю полку. Оказалось, что полка достаточно маловато. Тут на детали можно потратить сколько угодно времени. Добавить щетки, мыло, полотенце, халат. А пока нам всего лишь остается настроить камеру, настроить рендеры и начать визуализировать. Создаем камеру, и нам нужно настроить несколько параметров. Для начала переходим во вкладку Output и изменим соотношение сторон. Так как помещение узкое, то мне кажется, подойдет соотношение сторон 9 к 16. Кстати, чтобы наблюдать свою сцену через камеру, нажмите 0 на клавиатуре. Если хотите перемещать камеру из этого вида, то в меню справа выбираем View, Camera to View. Помещение маленькое, поэтому в реальной жизни мы снимали бы на широкий объектив, такой как 16, либо 20, либо 24 мм. Параметром паспорту можно затемнить область, не входящую в кадр.
Во вкладке Render настраиваем параметры Samples. По умолчанию там стоит значение 4000. Это может быть достаточно много, особенно для начального рендера. Если вы хотите попробовать, как выглядит сцена, поставьте значение 500 тысяч, но не более. Позже, когда вас удовлетворят тестовые рендеры, поставьте более высокое значение. Также можете изменить разрешение рендера. В Denoise OpenImage Denoise работает на базе процессора. Если у вас стоит хорошая NVIDIA видеокарта, поставьте обязательно Optics. Нажимаем F12 и приступаем к рендеру. Уменьшим значение HDR карты, чтобы получить вечерний свет. И снова рендерим. Сделаем еще один ракурс. Если ваши рендеры получаются блеклыми и им не хватает насыщенности, скорее всего нужно перейти в параметр Color Management и поменять пару настроек. В значении пункта View Transform поставьте Filmic, а ниже в списке Look выберите значение High Contrast. Так намного лучше, картинка становится контрастнее и более презентабельная. Если у вас версия Blender 4 или выше, то во View Transform можно поставить пункт AGX, а значение Look поставить в Punchy. Цветопередача при этом становится еще более реалистичной, и лично мне она нравится больше. Позже я занялся остальной частью дома, смоделировал прилегающий коридор, а также на втором этаже построил второй санузел, который, как вы видите, обладает интересной структурой из-за того, что он находится на мансардном этаже, и поэтому есть такой наклонный деревянный потолок. Внешняя деревянная стена — это натуральное дерево, это никакая не имитация бруса, это продиктовано естественной архитектурой дома. На полу и стенах та же плитка под террасу, которую мы использовали на первом этаже. В зоне унитаза мелкая длинная мозаика. И стеклянными блоками я решил отделить зону туалета от основной части. В конечном счете я создал большую коллекцию различных материалов и поверхностей, чтобы протестировать на рендерах, как это будет выглядеть в объеме. Ну что, друзья, в конце завис вопрос. Получился ли реальный проект? Смогли ли мы перенести модель из Блендера в реальное пространство? Я думаю, что получилось. Пойдемте заглянем. Ну что, друзья, я думаю, у нас все получилось. Конечно, не вся сантехника еще на месте, это явная история с продолжением. Но на этом пока все. Всем пока.